Всем привет-привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня я решила посвятить эту запись, значит, для того, чтобы показать вам, как я размешиваю краски, потому что очень много вопросов, все мне пишут, все меня спрашивают, именно как я размешиваю, я показываю, как я размешиваю свои краски. Вот. А каждый из вас уже там смотрит, ну, как вам уже удобно, по какому рецепту вы делаете, вы можете делать сами. Вот. Но я сейчас покажу вам, как я размешиваю краски. Смотрите, во-первых, в первую очередь я хочу показать вам, значит, по Shelly Art. Что я делаю по Shelly Art. Как я размешиваю свои краски. Вот. Я тут все собрала, значит, и вот сейчас буду показывать. У меня новые сейчас вот, значит, пигменты. У меня их не было, сейчас они у меня появились. Вот, видите, это новые мои, значит, приобретения. Их в Бахрейне вообще найти невозможно было, сейчас они появились. Я решила вот взять, потому что когда Shelly Art делаешь, по пигментам они очень супер смотрятся. Вот. Дальше я приобрела, значит, Монмарте. Вот видите, Монмарте, это акрилик медиум. Я тоже хочу попробовать его. Плюс я работаю клей ПВА плюс вода. И еще у меня есть вот такой поринг медиум. Тоже вот он. Вот все это будем экспериментировать, пробовать. Ну, я не говорю, чтобы обязательно вы тоже это вот брали. Но я имею в виду, что я буду пробовать, экспериментировать вот на таких сейчас поринг медиумах. Вот. Дальше что? Ну, ликвидекс, само собой. И вот сейчас начнем, значит, вот еще один, смотрите, матчпад, вот видите, матчпад. Вот этим тоже можно делать заливки. И очень хорошо получается, но у меня, правда, его нету, он мало тут у меня. Я просто вам хотела показать, что даже если есть вот такой мод патч или патч, короче, в общем, это клей тоже для декупажа. Вот им тоже можно это делать заливки. Тоже смешивается с водой, значит, и можете заливать. Вот. Начинаем мы сегодня, конечно, с чего? С Shelly Art. Я покажу вам, как я делаю медиум, который все спрашивают, для Shelly Art. Смотрите, у меня есть вот такой Tintable Glass, называется, Glass. У Shelly Art на курсах этого нету. Это все, значит, я подбирала, я смотрела там, что где. Нету этих, вот то, что я сейчас буду пользоваться, этого нигде даже в интернете нету. Потому что это я все на своих ошибках и на своих вот экспериментах пробовала и делала. Вот. Здесь я нашла только вот такие вот, значит, вот есть у нас Tintable Glass. Это, значит, как типа глазури, она декоративная, да. Это от фирмы Modern Master. Вот, видите, она как молочко. Видите, вот внутри, как молоко. Вот. Этим никто в интернете не заливает. Ну, никто не делает это. А то сейчас опять увидят мои красивые конкуренты и скажут, что Диана там сама нифига ничего не знает, но она там ничего не делает, она только у кого-то присмотрела, украла. Это у нас такая болезнь есть в интернете между нами заливщиками. Ну, не между всеми, конечно. Видите, я сегодня даже решила пожаловаться чуть-чуть на заливщиков. Не, я шучу, конечно. Пускай Господь с ними, пускай хотят, что хотят, говорят. Это меня не касается. Дальше, ладно. Вот, я делаю вот так. Смотрите, вот у меня есть вот такие, значит, вот такой Tintable Glaze. Дальше я использую полукрилик. Вот он. Видите? Вот написано Clear Gloss. Да, с моим английским тоже большая беда, но ничего страшного. Кто захочет, тот меня поймет. И дальше я использую, вот смотрите, вот такой вот. В интернете тоже никто не использует вот это вот. Я не видела, чтобы кто-то это использовал. Ну, может, где-то есть, но я не видела. One Coast Polyurethane. Вот видите, полууретань. Вот он. Вот такой. Это все для медиума. Сейчас я буду делать по Shelly Art. Значит, на самом деле у нее на курсах совсем другие. Это не, там абсолютно нету этого всего. Но что делать? Будем пробовать так, как есть. Смотрите, что я делаю. Я беру
Вот у меня есть вот такая мерная ложка, да, но это не обязательно именно такой мерный, можно любой. Вот я беру вот этот глейз, да, наливаю в стакан, вот, выливаю, наливаю, вот, одна. Дальше. Многие делают рецепт по-своему, все по-разному. Поэтому иногда, когда я показываю и говорят, ну у вас все по-другому, да, потому что я делаю совсем по-другому, а не как они. Вот, это 2, вот таких я добавила, видите? Я сделаю поменьше, чтобы просто вам показать. Вот. Если я добавила 2, вот здесь 1,4 кап написано, 60 милли. Да, я иногда не 2 добавляю, а 3 могу добавить. Просто здесь сейчас маленький стакан, поэтому. Вот, ну, предположим, я добавила 3. Все. Вот сейчас я это все убираю. 3 глейс я добавила. Вот, у Андерсон, по-моему, Андерсон фамилия, да, это, она тоже делает, ой, очень многие сейчас делают Шелли Арт, поэтому у них тоже можно присмотреть вот эти вот медиумы, как они делают. Но мой медиум вот такой, я делаю так. То, что говорят, что в России этого нету, в России все это есть, просто дорого, да, и здесь оно дорого, я вам даже сейчас скажу. Например, вот эта штукенция у нас стоит 10 динар. 10 динар это $27. Вот. 10 динар. И вот это стоит вот у нас, это вообще 11 динар она у нас стоит. У нас тоже это все дорого, как бы $30 полукрилик, вот это вот. Ну, в общем, здесь все дорого. То же самое, короче. И вот эти все, вот эти мини-вакс, они, мне кажется, везде дорогие. Даже в Армении я смотрела, они тоже дорогие. Дальше, смотрите, я сделала, значит, вот 3 вот такие ложки, да. Я это уже отложу вот так, чтобы оно мне не мешало. Теперь я добавляю вот этот вот полуакрилик, короче, полукрилик называется. Вот. У меня есть это все замешанное, просто я показываю сейчас для вас, чтобы вы видели. Вот, добавляю сюда полукрилик, вот этот, 1 ложку. Он жидкий, видите? Вот. Можно 1 ложку. Для экономии можно и 1 ложку. Но я всегда добавляю 2, потому что мне так удобнее. Вот. 2 ложки полукрилик. Все. Вот этого достаточно здесь. Даже это много. Дальше. Вот. Это мы, значит, убираем. Просто не хочется, чтобы слишком длинное было видео, но придется по-другому. Нету варианта, короче. Теперь. Получается 3 ложки Tintable Glass и 1 полуакрилик. Полукрилик, в общем. А теперь я добавляю 1 вот такую полууретань. Сейчас я это открою. Так. Полууретань можно добавить поменьше, вот такой ложечкой, предположим, да, ну здесь вот 1 tablespoon, да. Но я добавляю еще, нет, вообще можно и 1, ладно, не нужно даже, потому что у нас мало медиума здесь. Обычно, когда я делаю много, я добавляю побольше. Вот такую 1 ложку я добавляю полууретань, потому что он, во-первых, густой, вот видите, вот. Если иногда охота, и 2 добавляю. И вы знаете, я не мерю просто. Я вот все подряд. Раз вылила, посмотрела, как она смотрится, и все. Вот. Это полууретань. Ну, обычно я добавляю 1, я могу чуть-чуть давать больше, да? Или там 2 я добавляю. Ну вот давайте 2 добавим, раз уже добавлять стало, ладно. Вот 2. 2 ложки. Короче, 3 Tintable Glass, 2 полуакрилик и 2 маленькие ложки, вот такие, 1 спун, 1 tablespoon, это полууретань. Все, на этом все. Вот это будет мой медиум, который потом я буду размешивать краски. Так, сейчас я это убираю, чтобы не мешало нам ничего здесь. Так.
Все, это я убираю сюда. Не знаю, вам там видно, не видно. Дальше. Теперь мы все это тщательно размешиваем. Вот, видите, тщательно, просто надо размешать. Хорошо. Не надо прям сильно так это, ну вот, размешиваем. Вот, это все размешалось у нас. Вот такой вот у меня медиум. Видите? Вот. Есть еще другие краски. Вместо Tintable Glass есть вот, почему говорят, что без цвета. Вот он clear, видите, он бесцветный, он как молоко. Он не белый, он бесцветный. И здесь написано тоже, что он бесцветный. Вот он, как написано. У меня глаза очень плохо стали видеть, я не вижу. Clear написано, вот. Clear, видите, он бесцветный. Это, по-моему, глазурь, если я не ошибаюсь на русском, можно сказать, что это глазурь. В общем, вот он бесцветный. Вот этим мы будем размешивать Shelly Art краски. Вот. То, что со строительного магазина, там пигмент, это вот эти всякие, да, я ими не пробовала. Я вам сразу говорю, я не пробовала, поэтому я ничего вам посоветовать с этим не могу. Потому что есть вот Прованса, по-моему, канал у нас, моя подруга, она делает тоже вот много там, вот эти со строительного, тоже у нее что-то, ну, колеры, с колерами эксперименты, если можете, посмотрите, потому что очень интересная работа у нее. Дальше, что мы делаем дальше? Смотрите, еще я вам скажу один секрет, да, надеюсь, что этот секрет, наверное, не секрет уже, да, у нас есть разные краски, видите, да, я вот взяла разные краски, Амстердам у меня, вот, например, желтый, золотой, вот видите, Амстердам. Я делаю разными красками, ну вот, и это Фивикрил у меня, пожалуйста. Короче, разные. Есть ПДО вот такой вот у меня, видите? Вот, что нам главное сделать здесь? Этот секрет, наверное, уже не секрет, хотя для наших, наверное, все-таки это еще пока, я сама пока разобралась, была долгая история. Вот. Значит, смотрите, белый мы активатор делаем из титаниума белый, да? Вот смотрите, здесь вот нарисовано, что это опек. Видите, вот эта черточка, вот если вам видно, она полностью закрашена, это краски опек. Вот черное и белое, Амстердам, они опек. Значит, когда мы делаем Shelly Art, мы используем, значит, краску как она называется по-русски-то, семиглосс, ну, полуглянцевую, да, обычно берем полуглянцевую белую краску для стен и потолков, и, значит, мы используем вот эту краску. Нам нужно, чтобы наши цвета, иногда многие говорят, не получается, нам нужно, чтобы наши цвета были или вот с таким квадратиком прозрачным, или же, вот, я тут нарисовала, чтобы было видно. Или вот так вот, смотрите, вот когда квадратик, да, наполовину он черный, наполовину он белый. Вот эти краски нам нужно размешивать для Shelly Art. Понятно? Если мы смешаем, значит, полностью черный квадрат, это опек. Если мы его будем смешивать, у нас как бы не получится тот рисунок, который именно нужен для этого, ну, для вот этого, для этой Shelly Art, короче говоря. Вот, поэтому вот этот я вам рассказала. Нужен или вот квадратик, чтобы был у нас, значит, белый прозрачный, или чтобы он был наполовину. Вот. Теперь смотрите, я размешивать буду сейчас краски. Вот это у меня старая краска. Во-первых, жалко, мои все краски, конечно, испортились. Ну, давайте буду делать так, чтобы вам видно было. Ну вот, берем, например, 1 ложку этой краски, предположим, да? Так, сейчас я ее выложу. Я уже по ложке буду показывать, чтобы вы знали. Вот 1, и вот вам 2 ложка. Это у меня оранжевый цвет. Оранжевый цвет такой. У меня как раз нету этого цвета. Сейчас я буду использовать вот этот оранжевый цвет. Вот.
Все размазала вообще. Так, 2 ложки. Сейчас я это вытру. А теперь мы добавляем сюда. Сейчас буду пробовать. Вот, смотрите. Мы добавляем сюда 3-4 ложки можно добавить. Вот. 2. Это медиум. 3. Я уже по ложкам показываю, по маленьким. Чтобы примерно уже вы знали. Так, вот 4 я размешаю сейчас, а там уже дальше видно. Вот. Конечно, мне удобнее палочкой будет размешивать. Сейчас я это уберу, эту ложку. Угу. Сейчас я вытру. Это уже нам не надо. Лучше, конечно, вот этим. Вот. Я размешиваю вот этим медиумом. Значит, добавила 2 ложки, например, краски, да, и 3-4 ложки вот этого медиума. Вот, смотрите, видите, он густоватый чуть-чуть, да? Вот, видно вам там, я не знаю, дай бог, чтобы видно было, а то я сейчас запишу просто так. Вот, он еще густоватый, я добавляю еще 1 ложку. Так, я все делаю на глаз, поэтому я на самом деле сейчас вот этими ложками играюсь, короче, сижу. И зря только время трачу. Так бы я на глаз раз вылила все и уже знаю, какая нужна. Ну, чтобы вам показать, вот, видите? Вот, теперь вот такой. Вот. Он и не такой сильно густой, он и не такой сильно жидкий. Видите? Если вам видно, вот. Как показать, я не знаю. Вот. Вот это вот, значит, краска уже подходит для того, чтобы сделать, значит, нам заливку по шеле-арт. Ну, вот эти вот краски подходят. Все, хватает. Нам не нужно не сильно, чтобы она была жидкая, и не сильно, чтобы была густая. Все, вот этого хватит нам. Так, это вот раз. Видите, да? Вот. Дальше, что мы делаем дальше? Так мы размешиваем цвета. Вот так вот будем размешивать цвета. Теперь я просто размешаю по одному цвету, чтобы вам было видно. Или, ну, или хотя бы другими, ладно, красками. Смотрите, это у меня, вот, это у нас тоже, это, по-моему, опек, что ли? Да, по-моему, это опек. Нет, это опек. У меня я не хочу его, розовый такой. Так, вот у меня есть вот такой вот, значит, тоже, ну, это одна и та же фирма. Давайте что-то другое. Какой же сделать? Ну, давайте вот этот металлик сделаем, ладно. Вот, акрилик, значит, Амстердам металлик. То же самое. Берем. Так как металлики некоторые у нас, они более жиже, они такие жидкие, они не очень густые. Вот, видите, она не такая уж и густая, да? Вот я добавлю сейчас. Ну, например, 1 ложку, предположим, вот эту маленькую. И 2 ложку. Ну, вот хватает нам. Вот. 2 ложки я добавила, видите? Нам хватит этого. Дальше. Значит, берем вот эту палочку, и нам уже это не надо. Так, все, нам это уже не надо. Хватит этого. Вот, я взяла 2, вот, ну вот столько у меня краски, да. Теперь я добавляю сюда, опять же, 3 вот такие ложечки. Не знаю, дай бог, чтобы видно было, конечно. Я переживаю, что вам не видно. 2, ну вот 3. 3 ложки я добавила. Вот, и начинаю размешивать. Сейчас я это закрою. Вот, начинаю размешивать. Это у меня копер. Вот, размешиваем хорошо, чтобы у нас все вот правильно размешалось вообще. Видите,
он еще густой. Значит, я добавляю еще одну. Вот так вот можно просто контролировать, как бы. Добавить чуть-чуть, размешать, посмотреть, если оно уже нормальное, значит все. Если нет, то значит еще добавлять. Вот и все. Вот, еще густая. Значит, сюда надо просто побольше, потому что краска эта была густая у меня очень. А ПД вот это была жиже. Я вот добавлю еще 2. Видите, уже тут не считаю, а просто смотрю, какая краска получается. Но металлик, он все равно тяжелый, конечно, его, когда размешиваешь, он все равно тяжелее краска, чем остальные. Поэтому некоторые у меня жидкие, вот металлики, а Амстердам, он густой. Вот, видите, уже, вот. Видите, вот уже нормально. Вот он. Не знаю, вам видно, нет? Вот. Вот, все. Мне вот этого достаточно. Вот так я делаю. Вот, видите, она даже на палке не очень. Ну, можно чуть-чуть еще добавить. Но вообще можно и не добавлять. Вот. Видите, она гуще. Вот такая. Все, сюда можно чуть-чуть еще добавить, а можно так и оставить. Вот смотрите сами уже, когда вы будете делать, вы уже сами увидите. Я могу чуть-чуть еще добавить. Много не надо, потому что потом она будет жидкая и уже получится неправильно. Как бы сильно жидкие нам не нужно. Нам нужно делать все краски, чтобы были одинаковые. Чтобы не было такой одна жижа, одна, значит, гуще. Такого не надо нам. Вот, видите, вот, теперь уже нормально, вот. Она просто так вот тянет, но она тянется, видите, все. Я больше добавлять ничего не буду. Все. Вот, у нас 2 мы сделали вот такие, видите? Вот. Все. Вот так вот я размешиваю свои краски. Вот, я вам показала 2. Дальше пошли. Пошли дальше теперь. Сейчас это я пока оставлю. Дальше что мы делаем? Теперь мы с вами будем размешивать пигмент. Я покажу, как можно размешать пигмент. Пигменты можно использовать как сами с собой, да? Также можно их размешивать с красками. Вот если кто знает. У вас, наверное, есть они в России. Здесь у нас этого только-только привезли. Этого не было. Дальше. Значит, мы размешиваем пигменты. Смотрите, как мы делаем. Нам нужен вот такой вот глосс варниш Liquidex или же любой глосс варниш. Или же есть такой вот лак полууретайный или вот, ну, типа что-то такого, да? Но есть лак такой, вот в этих магазинах продаются художественных. Или же Liquidex, ну вот такая вот оранжевого цвета. Видите, это варниш, глосс и варниш. Нам нужно, значит, сделать так. Вот мы берем стакан, ну какой? Смотрите, какой красивый цвет получили. А не, это новый. Написано New Formula. Вот давайте попробуем его как раз. Вот, видите, это пигмент вот такой вот. Это оранжевый, называется тыквы. Тыква, пупкин. Вот. Теперь я беру, вот смотрите, видите, вот одну, например, с горсточкой, да, сыплю сюда. Я думаю, мне хватит, но можно чуть-чуть еще. Чуть-чуть, вот. Можно одну полную с горсточкой. Ой. Вот, смотри, не хочет. Ага, молодец. 10 раз, короче, уронила. Это называется, что я экономлю, чтобы не рассыпать. Вот. Дальше получили еще вот такие цвета. Смотрите, это двойные цвета, очень красивые. Я взяла вот всего несколько штучек. Это у нас синий с зеленым, если когда вот смешивается, мне надо размешать тоже. Это у нас фиолетовый, значит, фиолетовый, такой он светло-фиолетовый и бриз, золото, как бы типа серебро. Вот серебро с золотом, видите? Вот такие красивые они получили у нас здесь, видите, вот он. Это у нас pink gold, это у нас золото, такое розовое. В общем, очень красивые цвета. Дальше, все, я уже заболталась тут. Вот я насыпала пигмент. Теперь я наливаю немножко вот этого вот сюда. Сначала лака.
Размешиваю все это хорошо. Надо все хорошо размешать, чтобы не было комочков разных там. Видите? Совсем чуть-чуть я добавила. Вот. И размешиваю. Оно такая, видите, жидкое. Но это для того, чтобы смешать хорошо пигмент. Ой, какой красивый цвет получается. Ой-ой-ой. Оказывается, хорошо, что теперь он у меня есть. Я могу теперь им пользоваться. Он такой оранжево-золотой какой-то, знаете. Вот, я хорошо размешала. Видите? Вот, чтобы не было вообще здесь никаких этих комочков. Теперь я добавляю сюда, вот в эту, вот это же, также точно, несколько ложек вот этого. Я много добавила, конечно, лака. Надо было совсем чуть-чуть, но я добавила много. Придется добавить чуть больше меди. Вот. Сейчас вот я его размешаю, а потом, когда он постоит чуть-чуть, он будет уже более гуще. Но сейчас жидкий, видите? Я потому что переборщила с лаком. Надо было лака немножко совсем добавить. Сейчас вторую попробую так. Вот видите, он жидкий. Вот, поэтому я могу еще добавить, конечно, сюда вот побольше медиума. Вот сейчас я вторую буду делать, и я вам покажу. Вот, вот так мы размешали пигмент. Вот, уже более гуще, но это пойдет, в общем. Это она сейчас постоит, она еще гуще будет. Сейчас я вам покажу еще одну. Вот. Нормально. Пигмент уже добавлять сюда нельзя. Все. Так, сейчас еще попробуем. Давайте попробуем вот этот новый. Violet Dress. Ну-ка. Blue Green давайте попробуем. Где моя чашечка? Все равно они мне пригодятся, поэтому... Так, чтобы не было тут. Видите? Они, конечно, все полупустые. Они не полные, совсем по чуть-чуть. Я не знаю, то ли они их разливали с баночек, куда-то девали и делали, я не знаю, короче, в общем. Но они все полупустые. Значит, опять же, беру вот одну такую ложечку, ну, чуть, может, побольше, да. Не знаю, почему они все такие полупустые здесь продаются. Мне кажется, что что-то здесь не так с ними, в общем. Они все и открытые, и полупустые. В общем, может, они и должны быть такими, я не знаю. Так, вот, смотрите, опять. Я добавлю совсем чуть-чуть. Вот, чтобы не переборщить в этот раз. Видите, чуть-чуть добавляю и буду сейчас размешивать. Надо хорошо размешать, чтобы не было комочков там разных. А потом уже, если что, я уже сделаю, вам покажу уже вот с этими же красками, как буду делать заливки. Так, ну все, вот. Вот, видите? Все, размешала. Теперь я добавляю вот это. Все, раз, два, можно три. Тоже очень красивый цвет получился. Это синий-зеленый такой интересный будет цвет. Он как бы с переливами. Вот. У нас немножко они получаются чуть жиже, но этот уже более-менее, видите, не такой сильно жидкий, но это нормально. Вот. Пигменты, они получаются чуть-чуть немножко жиже, они постоят, потом начинают уже как бы срабатывать и немножко густеть. А так они жидкие. Все. Наверное, мое видео будет долгим. В общем, примерно я вам показала,
что мы делаем, как мы делаем. Вот так у нас получились два вот таких еще цвета. Дальше. Все, пигменты у нас отходят в сторону. Так, вы уже поняли, да? Я не буду все размешивать. Краски разные. И вот как, именно какой нужен, я вам уже объяснила. Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше я вам покажу сейчас. Ждите, мои пигменты тут рассыпались. Дальше я показываю, как я делаю свой активатор. Так, теперь вот беру чашку. Это мой активатор, который для Shelly Art. Я бы хотела сказать вам всем, можно делать это все заранее, потому что, ну, вот надо вечером сделали, да, а на следующий день уже можете заливку делать. Ну, вот это именно, чтобы краска немножко постояла, и тогда она еще больше дает, значит, больше дает эффект. Вот. Медиум все, у нас закончили мы с медиумом. Пока я не буду размешивать, но потом уже камеру выключу и уже начну размешивать, конечно, все свои краски. Теперь мы делаем активатор. Смотрите. Вот я беру, значит, вот такой акрилик Амстердам. Да? Так, давайте маленькую возьму ложечку такую, да. Ну, примерно, вот. Я беру это на глаз, вот видите? Вот, я взяла, добавила. Я не могу сказать, сколько это грамм, что, но вот я добавляю сюда Амстердам. Вот, две вот такие, предположим, хватит. Вот мы взяли две вот такие. Некоторые делают с флоритрол, некоторые делают с просто вода, клей ПВА. Очень много рецептов, вы просто посмотрите. Есть очень-очень много. Я вам показываю то, что делаю я. Дальше. У меня есть Tints It вот такой вот, да. Это кондиционер для латексных красок. Значит, ну, есть для акриловых, есть для латексных. Ну, вот это для такая жидкость. Это моим новым подписчикам, может быть, те, кто не видел, кто не знает, не смотрит, а то некоторые не ищут и говорят, нету. Есть у меня там, я все показываю. Вот. Я теперь, смотрите, что. Вот, я добавила, значит, вот этот Tint It, да, и размешиваю вот эту краску. Ее надо хорошо размешать. Совсем грамм добавила, я чуть-чуть добавила. Теперь вот в этот Tint It и в эту белую краску я добавляю вот такой Pouring Medium, у меня есть Амстердам. Если его нету, можно не добавлять. Я говорю, активаторов очень много, разные. Я делаю то, что я делаю. Вот, совсем по чуть-чуть. Я вот чуть-чуть прям добавила, хватит. Видите, совсем чуть-чуть. Это уже мой рецепт, который я уже нашла для себя, которым мне удобно это делать. И вот я это делаю. Дальше добавила, значит, вот такой вот. Значит, Pouring Medium. Да, я опять размешиваю все это. Хорошо размешиваю. Видите, он густой еще. Я размешиваю пока. Вот. Он еще густой. Теперь, что я делаю теперь? Мне еще это пригодится. А теперь мне нужно... Сейчас я посмотрю, куда я его поставила. Мой мини-вакс. А, нет. Сейчас, под минуточку я отхожу. Потому что мне нужен... Куда я его поставила, уже не помню, конечно. Сейчас буду искать. О, Господи. Вот я же вытащила вроде. Сейчас посмотрю, может здесь я где оставила. Да. Вот. Нашла. Мои собаки еще лежат прямо под ногами у меня. И сейчас я посмотрю, сколько минут. Тут уже, наверное, много. Ладно. Так, ну вот. Теперь, смотрите, есть, это морилка, наверное, моринка. Вот кондиционер, кондиционер для дерева, Prestane, мини-вакс. Вот. Это на масляной, что ли, основе, она как бы немножко масляная. Это на водной основе, вот кондиционер Prestane, видите? Вот. Некоторые английские каналы, вот английские, американские, добавляют вот это. Я добавляла и такую, которая на водной основе, и такую, которая на масляной. У меня все это работает, и то работает. Вот.
Если не можете найти эту, вы можете взять вот такую. Вот. Вот такая вот она. Сейчас я покажу, открою. И вам это. И вам будет видно. В общем. У меня работает и та, и на обои можно как бы использовать. Вот сейчас я вам покажу красную. Она такая жидкая. Вот. Вот такая, видите, жидкая. Она мне на 100 лет хватит, наверное. С такими темпами, конечно. Сейчас. Теперь смотрите, я сюда добавляю всего несколько капель. Вот сюда, вот в эту белую, мне нужно добавить всего несколько капель. Ну вот, берем вот такую ложечку, да, и добавляю вот, ну, примерно 6 капель, может, раз, два, три, четыре, ну, в общем, 5, ну, капель 6. Ну, вот я добавляю все. Вот у меня здесь 6 капель, ладно, будем так считать. Вот, маленькая ложка. Вот, замена Thins It, это флоритрол. Если есть флоритрол, это замена вот этого Thins It. Сейчас скажешь, Диана так все объясняет, нам непонятно. Ну, я уж как могу. Так, все, и это тоже ушло сюда. Дальше. Наверное, в одном видео все я не смогу показать, хотя попробую. Так, вот видите, я размешиваю теперь все это вот. Видите, она густая еще. Но ее надо хорошо размешать. Видите, она густая. Теперь я добавляю Liquidex белый вот такой вот, значит, Inks называется, Liquidex. Есть такие, по-моему, разные, это Liquidex, еще есть. Всего несколько капель, вот, 2, 3, 4, 5, 6, ну, в общем, несколько капель. Я так уже не считаю, потому что, ну, я знаю, что от этого вреда не будет. Вот, я добавила сюда. Получается, вот у меня теперь надо все вот это смешать, да. На камеру, конечно, долго это все делать, но ладно. Без камеры удобнее. Теперь смотрите. Видите, она уже жидкая, но не такая, как нам нужна. Теперь я опять добавляю чуть-чуть совсем, вот, по чуть-чуть совсем, чтобы не переборщить. Ну вот, чуть-чуть добавила. Еще чуть-чуть, все. Вот, чуть-чуть прям добавила, сейчас буду смешивать. Это вам полный рецепт Шелли Артовской, то, что я делаю. Если есть, конечно, это возможность, идите на Шелли Арт на курсы, у нее там очень интересные работы, она показывает, конечно. Потом есть в Фейсбуке у нас группа, все делятся там друг с другом. Ну, конечно, у нее сейчас, по-моему, подешевле даже стало. Когда я брала Шелли Арт, было $99. Сейчас она намного, по-моему, уменьшила, чтобы люди у нее... Ну, потому что, во-первых, весь YouTube уже забитый, ее все рецепты уже показали. Но все равно она, конечно, делает какие-то там другие для американских, для английских вот этих. У них другие совсем составы, потому что этого нету, например. В Бахрейне мы сами все это находим. Вот, смотрите, видите? Вот. И еще все равно она еще не такая жидкая. Вот. Хотя можно уже, да? Но я еще бы добавила чуть-чуть. Видите, какая она должна быть жидкая? Сейчас еще чуть-чуть добавлю. Прям совсем граммочку. Потому что сильно много тоже не хочу. Все. Хватает, я думаю. А то сейчас переборщу. Вот это у нас называется Special White белый. Это у нас, значит, для активатора. Вот. То же самое я делаю все с черным. Сейчас я не буду вам этот черный уже показывать, но для черного мы используем вот такой вот Амстердам, как он называется, Oxide Black. Да. Oxide Black, вот такой. Вот. Черного цвета Амстердам.
Oxide Black, я не знаю, как на русском, но, в общем, что-то такого написано. Вот. Я вам рассказала все секреты, которые я знаю. Вот, смотрите, вот такой вот нам нужен. Вот. Сейчас я попробую показать. Вот, видите? Он должен быть вот таким. Не как вода и не как сметана, так, ну, не как молоко, как бы чуть-чуть, вот, видите? Как вот вам показать? Ну вот когда вот так вот берешь палочку, да, она прям сразу ну как бы она не кругами не покрывается, а сразу как водичка. Вот. Видно, да? Вот такой вот. Это у нас активатор. Вот, все то же самое я делаю с черным цветом, вот, который я вам показала. Oxide Black. И все то же самое. Вот это все замешиваю, получается активатор черный. Дальше. Кроме этого активатора, у меня, я показывала мой активатор, который я уже это как бы нашла. Ну, сейчас вот многие находят уже, делают из этого. Ну, в России есть такие вот, как они все время с головы выходят, не помню. Короче, не помню, есть краску чем размешивать, я уже не помню. Пигмент, не пигмент, они как-то по-другому. Я вот вчера, смотрите, нашла еще вот такую вот акрилик Color. Вот, попробовала вчера, работает нормально. Это акрилик Color для, так же, как и на Фивикрил у меня есть, вот такой же фирмы Фивикрил. Было написано здесь для этого, для дерева, для, значит, керамики, для пластика, в общем, красит все, да, получается так, для материалов, в общем, вот этой, она тоже получается, так что, если вы найдете вот то, что здесь написано, что это предназначено для материала, для керамики, для всего, вот это вот тоже работает хорошо. Вот такая вот, ну, как бы, черная тоже работает как активатор. А настоящий активатор мы делаем вот из этого, ну, если пошили арт, из Амстердама. Вот. Так что так, дорогие мои, я вам Шелли Арт показала, да. Сейчас я, наверное, посмотрю, может, я выключу, потому что я хотела вам показать, как я размешиваю Liquidex, потом вот эти два новых поринга. Ну, сейчас посмотрим, не хочется, чтобы очень длинное было видео. Сейчас я посмотрю, сколько минут, а дальше уже, может быть, дальше дозапишу.